Здравствуйте, дорогие друзья! Свой новый обзор я хочу посвятить еще одной камере производства Midja, которая предназначена для использования в экосистеме умного дома Xiaomi, которая называется Midja 360. Поставляется камера в белой коробке. Здесь в таких цветных все же тонах выполнен рисунок камеры. На камере здесь изображен логотип Midja, вроде такого щита. Здесь с торца есть логотип Xiaomi Mi и опять же логотип Midja. Также здесь имеются некоторые технические характеристики, из которых можно подчеркнуть, что камера работает по протоколу Wi-Fi 2,4 ГГц, то есть шлюз ей не нужен, и питание необходимо обеспечивать 5 вольт до 2 ампер. И больше ничего полезного нету, разве что поддержка приложением управления Android 4.0, iOS 7.0 и выше. Здесь также находятся логотипы Xiaomi и Midja. И здесь на передней части рисунок камеры. Давайте приступим к распаковке. Коробка слегка здесь примялась при транспортировке, но надеюсь, ничего страшного с самой камерой не произошло. Так, видны следы издевательств. Ну, видите, внутри здесь достаточно такой плотный слой. Камера упакована. Я надеюсь, что с ней ничего плохого не произошло. На внешний взгляд, по крайней мере, не произошло. Так, вот у нас, собственно, сама камера. И давайте посмотрим. Коробка достаточно плотно сидит. Ее не так-то просто достать. Сейчас я ее достану. Вот такая еще коробка с запчастями. Так, и инструкция, даже не заглядывая, скажу, что на китайском. С какими-то картинками, ладно. Чтобы я не разобрался без инструкции. Так, давайте немножко поменяем ракурс и приступим к осмотру содержимого. Так, камера. Вот такой грибок. Сразу по камере можно определить, что камера какая поворотная. Здесь у нас блок питания, какая-то крепежная площадка и кабель. Так, давайте сразу посмотрим. Это у нас крепежная площадка. Два у нас для саморезов углубления. Собственно, сами два самореза. И вот здесь вот так она, по всей видимости, вставляется, зажимается. Думаю, все понятно. То есть можно прикрепить к потолку эту панельку, а камера получится съемная к ней. Здесь у нас кабель USB, micro-USB. Давайте посмотрим его. Сейчас только я его открою. Одну секундочку. Так. Вот такой кабель. Достаточно длинный. Я сейчас скажу, длина кабеля. Примерно навскидку. Размах рук еще осталось где-то 2 метра. Так, и блок питания. Вот его мощность 2 ампера. 5 вольт 2 ампера. Вот такой вот у нас комплект поставки. Все самое необходимое. Это мы пока берем в сторонку и давайте займемся осмотром камеры. Итак, камера у нас поворотная, состоит из основания, которое неподвижное, крепление внизу к площадке, про которое уже показывал. И вот это круглый шарик, это, собственно говоря, сама голова, которая вращается по сторонам. И также вверх-вниз здесь видно такой вот проем овальный, как у обсерватории с телескопом, куда она ездит. На задней стороне камеры здесь у нас динамик отверстия явно. Внизу у нас разъем питания micro-USB и кнопочка Reset. В принципе, все, что у нас есть. Что мы еще можем посмотреть перед подключением камеры. Да, здесь видно, сейчас я покажу как-то на свет над объективом. Это светодиод, по всей видимости. Внизу отверстие, это, видимо, микрофон. Разъем для SD-карты. Я покажу чуть-чуть позже, он находится внизу под объективом, сейчас он как бы спрятан в корпусе. Для того, чтобы до него добраться, надо объектив поднять вверх,
И тут будет разъем для microSD карты. Я это покажу чуть-чуть позже, когда я подключу эту камеру. Давайте включим камеру и будем подключать ее к системе Mi Home. Так, подключил ее к пауэрбанку и тестеру включаем пауэрбанк. Загорелся светодиод пока желтый. Так, ток нагрузки у нас примерно 0,11 миллиампера. Вернее 0,11 ампера, 0,2 ампера. Вот, включилась, видно в видоискателе подсветка инфракрасная, глазами ее не видно. Так, и давайте сейчас я буду... Вот, кстати, можно посмотреть угол поворота. В режиме поворота у нас камера потребляет 0,4 ампера. Почти пол ампера. И вот что у нас сейчас показывает телефон. Вот, найдена одна Mi Home Security камера 360. Вот, и давайте сейчас попробуем сделать с ней соединение. Я так немножко добавлю. Окей. Так, здесь у нас идет голосовая подсказка, подключение к Wi-Fi сети, все в принципе стандартное. Вот, оно предлагает выбрать одну из Wi-Fi сетей. Выбираем и генерируется QR-код. А теперь этот QR-код нужно дать считать камере. После того, как камера считала QR-код, проходит подключение камеры. Вот, и на телефоне долгожданная Connected Successfully. Потребление у нас, еще раз я покажу, 0,22 ампера. Ну, выставляем какую-нибудь комнату, создаем ярлык и окей, у нас появляется новая камера. И давайте заглянем в ее плагин управления. Сразу же у нас выскакивает предложение об обновлении. Мы его, конечно, примем. И после того, как я проведу обновление, я продолжу уже этот обзор записью непосредственно с экрана телефона. Вот еще момент. Для того, чтобы получить доступ к слоту SD-карты, microSD карты, надо поднять в плагине управления камеру максимально вверх, ее объектив. Тогда здесь у вас будет доступ к разъему управления. Сейчас я ее опущу немножко. Видите, буквально немножко она опускается, все, и карточка скрывается за вот этим вот порожком, что в принципе, на мой взгляд, довольно-таки неплохо, не бросается в глаза. Внешний вид плагина управления. С верхней части плагина это онлайн показ, что сейчас видит камера, причем, видите, показывает оно квадратно немножко, то есть не полностью, что попадает в объектив. Надо свайпом двумя пальцами сдвинуть, чтобы была полная картинка. Здесь имеется переключатель поворот камеры, так она снимает через окно. Примерно вот такой вот вид. Если долго поворачивать, говорит здесь, видите, я не могу это сделать. Ну вот примерно так. Ну, по кнопкам, в принципе, все понятно. Включение, выключение звука. Вот эта вот иконочка, как два квадратика, это переводит просто в маленькое окно поверх рабочего стола. Здесь у нас разрешение автоматическое, HD или низкое. Здесь у нас перевод в полноэкранный режим. Здесь уже можно при помощи пальцев вращать. Вот, что здесь еще у нас есть, это режим сигнализации, кнопочка такая. Вот, дальше у нас это съемка скриншотов, микрофон для того, чтобы говорить, и запись видео. И вот эта папочка у нас показывает, что у нас какие на карте памяти у нас записаны кадры, а здесь у нас галерея, сохраненная на телефоне, скриншотов и видео с этой камеры.
Галерея у нас организована, как в принципе в других камерах, той же Midja 1080, по датам и часам. Вот, открыв какую-то дату, можно включить видео за какой-то час, и здесь будет перечень видеороликов с короткими превьюшками. Любой из этих роликов, превьюшки загружаются, можно загрузить. Вот, идет подключение к камере. И здесь мы видим ролик, какой был снят этой камерой в это время. Вот таким образом. Дальше, что здесь у нас еще есть? Настройки камеры. В основных настройках здесь у нас задается имя камеры. Security Setting — это пароль на доступ к этой камере. Мы можем дать доступ на эту камеру другому Mi аккаунту. Здесь мы выставляем, какая у нас комната, где она находится. Проверка обновлений. Мы можем удалить эту камеру. Зачем нужно удаление, кстати, таких устройств? Например, если вы хотите устройство перенести на другой Mi аккаунт или банально залогиниться в другой Wi-Fi сети. Так как в какой Wi-Fi сети находится гаджет, абсолютно не имеет значения. У вас может одна камера находиться дома, другая на работе. Им главное видеть интернет и одной и другой камере. Вы будете все видеть одинаково в Mi Home. Соответственно, есть добавление иконки, информация о сети и так далее. Дальше это у нас режим сна, когда камера не снимает, можно его включить вручную, либо сделать у нас, запланировать как на таймере, когда камере уходить в сон, когда ей не нужно снимать. Например, когда все дома, чего ей как бы снимать. Дальше статус Light — это светодиод активности, сверху включить-выключить. Watermark включить-выключить — это дата и время на камере. Дата и время на камере идут по часовому поясу Китая. Если говорить о киевском либо московском времени, они одинаковые, то это плюс 5 часов. Дальше широкий угол, включение широкого угла. Это камера будет немножко больше, у нее угол обзора, но при этом у нее будет такая дисторсия. Кривые будут немножко, прям вертикальные линии будут немножко кривые. Вот, включение ночного режима может быть выключен, может быть автоматически включаться-выключаться, либо постоянно включен. Так, здесь у нас посылать предупреждение в WeChat. Вот, если у кого-то стоит, можно включить вместо push-уведомлений. Здесь у нас интервал уведомлений. Дальше здесь у нас уведомление о том, что что-то срабатывает. Здесь у нас чувствительность по записи сигнала, высокая или низкая. Камера Calibration — это она начинает калиброваться, крутиться. Дальше у нас опции по SD-карте. Первая опция — Motion Activated Recording, то есть она будет писать только тогда видеоролик длительностью 1 минуту, когда в кадре будет у нас какое-то движение. Вот здесь мы можем задать настройки сохранять куда-нибудь на сетевое хранилище, если у нас есть NAS какое-то или что-то другое. И здесь у нас данные об SD-карте. Видите, SD-карта у меня почти заполнена. На самом деле, когда она заполняется, она начинает писать по кругу. Вот. И здесь можно повернуть камеру. Если вы камеру прикрепите к потолку, она у вас будет вверх ногами, то вы можете перевернуть видео. И я хочу сказать, что на стену, как бы горизонтально эту камеру не поставите, видео будет, ну, во-первых, не повернуто, во-вторых, угол поворота вам ничего не даст. То есть камера может стоять вертикально, либо снизу вверх, либо сверху вниз. На бок вы ее не поставите, не рассчитывайте ставить ее на бок. Ну и раз камера входит в экосистему умного дома Xiaomi, конечно же, рассмотрим ее работу в сценариях. Ну, здесь не так много действий, она может быть как условием, так и инструкцией сценария. В качестве условия камера предлагает одно действие, вот оно, это обнаружение движения в кадре. Вот. А в качестве действия здесь действия всего лишь два, это для того, чтобы камера могла, скажем так, некоторое время, когда вы находитесь дома, не снимать, это включение-выключение камеры. У меня эти действия находятся в сценарии, ночной и дневной сценарий, я их так называю, когда устройство переходит в режим работы, когда все дома и когда дома никого нет. Когда дома никого нету, идет съемка, что происходит дома. Когда дома все есть, естественно, экономится место на SD-картах. Вот, чтобы они быстро не изнашивались, все камеры переходят в спящий режим. Вот, собственно говоря, эти два режима — включить и выключить.
Вот. Других действий в сценариях у нее, в принципе, больше нет. Вот, собственно говоря, эти два сценария. Сценарий сон, когда выключаются все камеры, переходят в спящий режим. И в конце еще два сценария. Это очиститель воздуха переходит в спящий режим. И сценарий Get Up, когда, соответственно, все камеры переходят уже в активный режим. Вот то же самое, в автоматический режим переключается очиститель воздуха и выключается сценарий ночника подсветки на кухне. Очень удобно, я хочу сказать, так как режимы работы, когда дома кто-то есть и когда никого дома нету в обычное время, они существенно отличаются. И снимать, когда все дома находятся, ну просто нет смысла, так как домочадцы дома. Что касается SD-карты, которая установлена в камеру. Структура папок следующая. В корне карточки находится папка Midge Record Video. В этой папке отсортированы по датам и по времени находятся папки с записями. Папки имеют вид такое название. Сначала год 2017, потом месяц 9 и 9 же число. И здесь 01 в конце это час. Учитывайте то, что время по название папок идет по пекинскому времени. Если сравнивать с киевским или московским, это плюс 5 часов. И здесь уже внутри папочек вот это JPEG маленькие превьюшки. Вот, и сами файлы видео по 1 минуте. Средняя где-то запись, видите, около 2 мегабайт будем считать. Здесь оно пишется, название файла такой 55 минут 47 секунд. И дальше уже у нас идет код этого файла. Давайте теперь посмотрим свойства файлов. Вот этот файл, например, это у нас съемка с включенной инфракрасной подсветкой, ночная съемка. Посмотрим свойства. 1280 на 720 и частота кадров 5 кадров в секунду. Съемка дневная, вот, к примеру. Давайте посмотрим ее свойства. То же самое 1280 на 720 и частота кадров 15 кадров в секунду. Вот. И сейчас я вам покажу примеры, небольшие нарезки, как снимает эта камера при включенной инфракрасной подсветке и при дневном свете без инфракрасной подсветки с поднятым инфракрасным фильтром. На этом все. Надеюсь, обзор был для вас полезен. Покупать или не покупать эту камеру решайте сами. К очевидным ее плюсам, конечно, можно отнести возможность поворота вправо, влево, вверх и вниз, что существенно расширяет угол обзора. Качество видео, ну, конечно, оно ниже, чем, например, у Midge 1080p, которая является моей самой любимой камерой, но вполне достаточное для того, чтобы посмотреть, что делается у вас дома. Камеры у меня таких уже на данный момент трудится 2. Особых никаких проблем с их работой я примерно за 2 или 3 недели, наверное, работы с ними я не заметил. В принципе, могу смело их рекомендовать для вашей системы умного дома, для того, чтобы наблюдать дома, что происходит дома и как оно все работает. Все, спасибо за внимание, до новых встреч. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интереснее.